Здравствуйте, мои дорогие и очень отзывчивые слушатели! Спасибо вам преогромное! Вот праздник был у меня, когда увидела, как много откликов на мою передачу. Сколько добрых слов прочитала. Сегодня и коленки уже не так дрожат. Осваиваюсь. Хотя, признаюсь, в этом Максик помогает. Сейчас смотрит на меня глазками-пуговками и даже слышу, как шепчет: «Не бойся, София, я с тобой, если что, подскажу». Полагаю, у него получится, ведь он уже на неделю повзрослел. О, только что подумала, ведь Максик живет у нас всего 2 недели, а кажется, всегда был с нами. Хочу сказать, щенка мы выбрали то, что надо. Все в него влюблены. Мы даже называем его наш сплошной позитивчик. Кстати, мама уже напрочь забыла о своих сомнениях насчет собаки в доме. Тихонечко и только вам. Если так дальше пойдет, она вообще скоро скажет, что собака появилась по ее инициативе. Но Максик действительно молодец, умничка и хватает все на лету. Но самая сложная проблема – это туалет. Ведь щенкам он необходим около 20 раз в день. Это не моя выдумка, информация из книг. К появлению щенка готовилась, читала и продолжаю читать все по уходу и воспитанию собак. Итак, возвращаюсь к теме туалета. В этом спасают специальные пеленки, к которым Максик уже приучен. Конечно, казусы бывают, но очень редко. Щенка надо обязательно хвалить, когда он сходил на пеленку, но не сильно ругать, если он промахнулся. А также, если вы вдруг нашли лужицу, сделанную щенком раньше, то ругать его уже нет смысла, он не поймет. Как-то ночью встала я, вы понимаете, в туалет. Макс тоже проснулся, поднял голову и посмотрел на меня. Прям показалось, на мордочке вон было написано: «Ты думаешь, и не надо?» Видно, согласился, потому что побежал за мной на свою пеленку. Так что мы им довольны. Но, конечно, стараемся почаще выводить на прогулку. Обязательно надо выходить после каждого приема пищи. Гуляем с ним пока около дома, в закрытом дворе, куда не ходят другие собаки. Потому что у Максика еще не все необходимые прививки, которые нужно делать в 3 месяца. На улице Макс веселится от души, носится кругами, с радостью бежит за брошенной палочкой или мячиком, обратно-то приносит, вот только отдавать ни в какую. Так что команда «Апорт» выполняется лишь наполовину. Гулять с ним просто веселуха и отличная физическая разминка, почти как во время моих тренировок по тэквондо. С Максиком обычно гуляю не одна. У моих подружек прогулки со мной и Максиком на расхват. Недавно Александра и Михаэла. О, вы же о них еще не знаете. Они близняшки и мои лучшие друзья. С ними училась в первых 2 классах младшей школы. А потом, к нашей общей радости, мы оказались в одном же классе гимназии. Так вот, они еще по фотографии влюбились в Максика. Прожужжали все уши родителям. И даже недавно специально притащили посмотреть на наше чудо. И все полностью попали под его обаяние. Теперь мечта всей их семьи – найти такого же щенка для себя.
Вы, наверное, думаете, что Максика с улицы трудно забрать. Ничего подобного. Только произнесет слово «домой», он так же радостно пулей бежит к нашему подъезду. Глядь, он уже под ступенькам забрался и сидит у входной двери. Кстати, по ступенькам щенкам ходить вредно, особенно спускаться. Поэтому сносим и заносим, то есть когда успеваем, Максика на руках. Благо он легкий, не то что Грета у моих дядей и тети. Собака приотличная, но серьезной породы, ротвейлер. Ей уже почти 9 месяцев. Жаль, что мало ее вижу, живет далеко от нас. Они с Максиком точно бы подружились. В квартире Максик давно освоился и чувствует себя уверенно. Приобретенное для него место-гнездо одобрил. Чаще всего спит в нем. Периодически укладывался на ковер. Видно, таким образом давал понять, неплохо бы ему вторую комнату организовать. Пришлось предоставить в виде одеяльца подстилки. Но Максик пошел дальше. Уважающий себя щенок должен иметь изолированное помещение. Им выступила в данном случае сумка для перевозки. Вначале проверял на прочность. С разбегу взлетал на крышу или пытался с лёду попасть в проем входа. Последнее не всегда удавалось. Он отлетал и вновь проделывал этот трюк. В общем, после таких ужасных испытаний сумка слегка теряла форму. Потом Макс успокоился. Знаете, мне кажется, когда Макс забирается в сумку, то играет в приключения. Сама обожаю такие игры. Забираюсь в построенные из стульев, одеяла, пледа, укрытия, шалаши. И представляю, что нахожусь на необитаемом острове. Но дом-пещера для Макса еще и укрытие. Как только мы начинаем играть на пианино, щенок раз и уже спрятался в нем. Да, пока с музыкой он не подружился. Видно, еще композитора себя не подобрал. Точно не удивлю, когда скажу, что Максик любит игрушки. Со своими собачьими уже разобрался и вплотную подошел к нашим с братом старым мягким игрушкам. Я кричу «Нет!», а он глядит на меня своими хитрющими глазами и бегом трофеет в свою пещеру или гнездо. Благо, что мама, а это ее инициатива, выдает не самые любимые, потому что они долго в укрытии не лежат. Макс вытаскивает и посередине комнаты устраивает казни и думает про себя. Думаешь, царь зверей, ишь, как возгордился, все, нацарствовался, я тебя сверг, немного приведу в чувство, вот так, вот так. А ты чего это разукрасился, ты еще рог себе прицепил, думаешь, красивый такой, а получилось сплошное безвкусие, а еще панда, эх, надо повоспитывать. А что делать? Работа у меня такая. Воспитание и наведение порядка. Еще расскажу вам о порядке. Теперь, если пропадает хоть какой-то тапок или носок, даже не ищем. Точно знаем, где лежит. Или в пещере, или в гнезде лежбище. Вон как аккуратненько тряпочку зеленую и к себе. Одним словом, хозяин. В общем, подведу итоги. Вернее, итог. И он один. Щенок в доме, да еще такой, как наш Максик. Хотела сказать супер, клево, мега прикольно. Но представила строгие глаза бабушки и мамы
и сразу нашла другие. Это прекрасно, здорово, весело, замечательно. И еще уютно и тепло. Макс уже стал полноправным членом нашей семьи. И все этому очень рады. Вот, рассказала о собачьих новостях прошедшей недели. Правда, получилось и немного о себе. Но делюсь со всеми друзьями, которыми считаю всех вас, мои дорогие слушатели. Жду ваших откликов. Вы знаете, я их Максику зачитываю. А что? Ведь он соавтор передачи. Ему тоже очень приятно. На прощание всем полного благополучия и виляю хвостом. Ой, конечно, я говорю, а хвостом машет Максик. Ставить лайки не требую, но они нам с Максиком так приятны. До следующей субботы. Пока!